Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание нашей посуде и поговорим о том, почему нельзя мыть посуду в гостях и как нужно к мытью посуды относиться с особой осторожностью. И уделим внимание еще некоторым советам и рекомендациям, которые будут важны для многих людей. Поэтому обязательно оставайтесь на канале для Эзотерика для тебя и просмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, обязательно проверьте, включен ли колокольчик и все уведомления, ставьте лайк и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Посуда, она имеет очень сильную энергетику, поэтому разрешать мыть ее посторонним людям нельзя. Да, современные хозяйки очень часто не берут этого внимания и не задумываются над тем, почему, казалось бы, такая безобидная на первый взгляд помощь, как мытье посуды, может стать причиной проблем в семье. И вы знаете, существует одно народное поверье, которое говорит о том, что если хозяйка дома разрешает гостю вымыть посуду, то последствия могут быть неутешительными, так как успех, счастье, финансовое благополучие смоется с остатками еды. Это объясняется тем, что вода наделена сильной энергетикой. Она способна не только смыть грязь с тарелок, но и положительную энергетику, которой был наделен дом. Если гость вымоет посуду, то в доме останется его энергетика, а это может привести к неблагоприятным последствиям. Посуда, как и все вещи в доме, наделена энергетикой хозяев дома. Например, хозяйка не любит мыть посуду, но в таком случае она накапливает негатив. И если наоборот, если она любит свою посуду, то она будет впитывать в себя только хорошую энергетику. Однако помимо энергетики своих хозяев, посуда способна впитывать и энергетику своих гостей. Поэтому еще с давних времен было принято иметь как минимум 2 набора посуды и столовых приборов для себя, для своей семьи и для гостей. Если вам хотят оказать помощь и предлагают свои услуги, но вы не знаете, какие задумки у вашего гостя, какие планы, а может быть он переполнен негативом, может быть он чем-то недоволен, завидует вашим отношениям в семье. Поэтому такая помощь может не принести вам пользу, а привлечь уйму неразрешимых проблем. Могут возникнуть конфликты, как говорят, на ровном месте. Могут начаться ссорами между членами семьи, при этом без каких-либо причин. И вместо светлых энергий в доме притянутся тяжелые черные энергии, перекроются денежные потоки, и, казалось бы, счастливая еще вчера семья будет испытывать тяжелые времена, не понимая, что же происходит на самом деле. Если в доме проживает незамужняя девушка, то очень плохая примета, если мыть посуду будет подруга, и при этом тоже еще и незамужняя. В результате она отберет себе чужие отношения, поэтому вы не выйдете замуж и будете даже в какой-то степени от этого страдать. Если же помогает незамужняя замужней хозяйке, то муж может уйти из семьи. А если во время мытья посуды она еще и разобьет тарелку, то и семейное счастье может быть разрушено. Если незамужняя девушка возьмется мыть посуду у неженатого парня, то вскоре они могут сыграть свадьбу. Замужней женщине нужно с особой осторожностью относиться к тому, кто пытается предложить свою помощь, потому что во многих случаях это может обернуться тем, что в дом привлекутся негативные эмоции, притянется бедность, а за ними и всевозможные нехорошие последствия. Если же вы поленились сами вымыть посуду, а разрешили это сделать кому-либо, то всем членам семьи можно в течение недели ждать непредвиденные проблемы.
Если гость помыл руки над грязной посудой, то долги не заставят себя долго ждать. А вот если гость помыл нож, то очень скоро произойдет ссора между ним и хозяйкой. А если же гость помыл посуду после ужина, то считается, что он заберет неблагополучие себе. В чужом доме не только нельзя мыть посуду, но и вытирать ее от воды. Однако и оставлять на ночь грязную посуду тоже нельзя. Такая посуда имеет негативную энергетику, которая способна разрушить благополучие в доме, создать конфликтные ситуации в семье. А что же делать в таком случае, если вам оказали такую медвежью услугу? Для этого есть несколько способов. Нужно поблагодарить и угостить гостя перед уходом оставшимися сладостями или едой. Так с ними уйдет и оставленный негатив. Если вы не уверены в доброжелательности гостя, то после его ухода зажгите белую свечу, обойдите с ней комнаты и скажите при этом такие слова. Пламя свечи негатив твой сжигает, темную энергию из дома прогоняет, светлым энергиям место освобождает. Дайте ей немного погореть, затем затушите и ничего не бойтесь. Таким способом вам удастся снизить негативный энергетический эффект. Если девушка вымоет посуду у своих родителей, то знайте, что их отношения станут еще крепче. Разрешается и маме помыть всю посуду, потому что это принесет в семью только счастье, а также положительная энергия. Свекрови также можно мыть посуду у невестки. Если же вы пришли в гости к близкому человеку, то можете оказать помощь, помыв посуду и столовые приборы. Можно мыть и детскую посуду, так как она имеет чистую и светлую энергетику. Желание гостя оказать помощь даже очень объяснимо, но нужно спросить разрешения у хозяйки, так как каждый человек может по-разному на это отреагировать. Если же вашу помощь примут, то приступайте к наведению порядка. Друзья, теперь вы знаете ответ на вопрос, стоит ли мыть посуду в гостях, поэтому сможете уберечь себя и свою семью от негативных влияний недоброжелательных и нечистосердечных гостей, а также не подобрать для себя ненужные негативные энергии, которые принесут вот те неприятные изменения в вашу жизнь. Соблюдайте эти простые правила, эти народные приметы, которые передавались нам из поколения в поколение, и вы точно сможете обойти ненужные для вас моменты стороной. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Проверьте, включен ли колокольчик, все уведомления. Также обязательно ставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео с теми, кто, возможно, недавно искал эту информацию, чтобы он также был в курсе и понимал, к чему может привести вот такая маленькая ошибка в жизни, правда, уже других людей. Мы вас всех обнимаем, друзья, надеемся, наша информация, как всегда, для вас полезна. А прямо сейчас вы на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Обязательно нажимайте на тот прямоугольник, где вам понравилось больше видео, и смотрите. Всем приятного просмотра, услышимся в следующем видео.